А сегодня у нас посвящение, да, сегодня у нас приобщение к святая святых керамического искусства, это дровяной обжиг или цайшао. Почему я говорю святая святых? Потому что очень мало кто любит это показывать, особенно в случае, если это какая-либо экспериментальная технология. Немного расскажу, что такое цайшао. Это, как я уже сказал, дровяной обжиг, вообще дословный перевод обжиг на хворосте. Это традиционно он делается из древности в разного вида дровяных печах, таких как драконовая печь, разные виды другие, там шияо, например, на Тайване, там змеиная печь, аналог драконовой и так далее. Много других видов печей, такие как гидродженские печи и так далее. Ранее они все, естественно, производился обжиг исключительно на дровах. Потом с модернизацией, появлением новых технологий, сначала появились печи электрические, газовые, на угле, там на чем только не обжигали керамику и фарфор. А сейчас самый распространенный, пожалуй, обжиг — это обжиг на газу, потому что газ дешевле всего и позволяет достичь нужных температур. Поэтому большинство сейчас современных печей это газовые либо электрические. Вот эта конкретная печь, вообще конкретно этот технолог, он экспериментатор. Он взял печь для обжига фарфора, вот что интересно, переделал ее так, чтобы можно будет туда добавлять дрова. Причем можно обжигать ее и как и только на дровах, эту печку, держать так и совместно с газом, как я понял. История интересна тем, что это переделанная печка, то есть это экспериментальное такое некое оборудование, которое нам разрешили снять только на условиях, что мы не будем показывать совсем какие-то мелкие нюансы, как она работает. Но на самом деле даже сам факт, что это уже переделанная печка и какая, это уже некий ноу-хау. Внутри мы ее показывать не будем, мы покажем просто, как снаружи будет работать человек с печью, и немного покажем, какие получаются изделия, немножко поподробнее расскажу в процессе. Сначала покажу результаты обжига. Вот, это конкретно здесь небольшая партия пиал и гундаобэев, или чаш справедливостей, молочников, нас называют некоторые европейцы. Это глина Джуни изначально была. На самом деле абсолютно неузнаваемый внешний вид глины Джуни. Кто знает, как она выглядит, это такая красноватая глина. Есть разные ее сорта, подвиды. Выглядит абсолютно иначе, чем изначальная Джуни. И, как видите, это была одна партия из одного и того же сырья. Все цвета, как именно получился тот или иной гундаобэй, все абсолютно разное. Видно, насколько сильно может меняться цвет в зависимости от температуры. Результат абсолютно всегда непредсказуемый. Кроме того, такие изделия, как чайники, фигурки, более сложные, которые в изготовлении, у них получается довольно высокий процент брака, в том числе и это, помимо того, что нужно обжигать несколько часов, там 6-8 часов, еще и высокий процент брака. То есть крайне трудоемкая технология, которая требует времени, умения, постоянных вот этих вот тонких отстроек. Я так понимаю, здесь же еще идет и совместная обжиг и дров, и, значит, и газа, и поэтому нужно понимать, как это правильно делать в нюансах, в деталях. Вот, а здесь коллекция изделий мастера, которыми он очень гордится и которые он не продает. Причем то, что, говорит, ну вот у меня один такой получился чайник, и все. Например, как вот подобный, вот это тоже и цвет, и рисунок, и то, насколько получилось вообще необычно абсолютно все. То есть очень непредсказуемые цвета проявляются в глине, плюс тому он использует еще, опять-таки, сосну тоже, да, то есть чтобы получалось некое взаимодействие масел, да, опять-таки, смолы с керамикой. То есть аналогично, как используется, когда делают деньжань, тоже похожая технология, взаимодействует, выделяется из соснового хвороста смолы, и получается вот нечто очень необычное и часто абсолютно непредсказуемое. Но он говорит, что я вот держу такие образцы и записываю для себя, как такой некий секрет, какие именно я использовал дрова, какую именно температуру, то есть какое сырье было, какая глина, то есть все очень важно, потому что каждый один маленький нюанс, и все получается вообще по-другому. Более того, он говорит, что даже я делал абсолютно те же самые условия, ту же самую температуру, тот же самый хворост, те же самые сырье глины, там, время, все одинаково. И все равно получается 15 изделий, как мы сейчас моделили, вот гундаобэй, все разные. Вот, а здесь какие-то вот самые необычные такие вот чайники, которые получились с абсолютно непредсказуемым цветом. На одном и том же изделии видно вообще все абсолютно краски играют. Крайне интересно. Кстати,
Уже не раз я об этом рассказывал, но, как говорится, повторение мать учения. Очень часто на чайниках, когда вы покупаете новый чайник, бывает внутри остается какое-то количество такого порошочка. Многие, кто не знают, не сталкивались раньше с этим, думают, ой, что это такое, там какой-то осадок или что это такое. Это на самом деле просто обычная вот присыпка, которая обычно насыпается на дно изделия и по периметру крышечки изделия для того, чтобы при высокой температуре не произошло запекание. То, чтобы не слиплось просто изделие, вот, соответственно, не прилипли какие-то другие части к нему, не прилипли части, опять-таки, подставки, на которых происходит обжиг. Вот такие вот кирпичики, они устанавливаются внутрь печи. На них ставятся изделия. Эти изделия там по-разному комбинируются так, чтобы максимально заполнить печь, чтобы не было пустого места. Поэтому обычно такой пазл собирают всегда тот, кто занимается обжигом. И, собственно, вот эти все кирпичики покрываются этим самым порошком, либо даже такие вот бывают специальная ткань, не тканное, полотно, которое не горючее. Вот, кстати, по-моему, его кусочек. Вот такое вот полотно, и просто его куски бывают прилипают к чайнику, там, да, то есть их тоже отделяют. А раньше бывало просто насыпали порошок, либо поклали полотно, то есть сейчас что только нет, уже очень много современных материалов, которые применяются при обжиге. Но так или иначе, вот какие-то такие маленькие осадки, это просто легко смывается и все. Мы снова вернулись к нашей печи. Прошел практически целый день, потому что мы днем приехали специально, чтобы немного показать здесь все при дневном свете. Но сам мастер работает здесь в основном по вечерам. То есть это после ужина, после 6 вечера. Он ее потихонечку растапливает, и вот печь работает. Такая вот самодельная технология, потому что вот у него топка. В топку он забрасывает дрова и держит постоянно пылесос, который вот у него туда следует поддув. То есть он беспрерывно практически несколько часов контролирует весь процесс. По крайней мере, все время то, что мы здесь наблюдаем, он был в руках с пылесосом, на который проделана такая стальная длинная трубка для того, чтобы пламя не сжигало, собственно, трубу пылесоса, постоянно поддувает огонь. Выглядит как такой реально самоделкин, куча каких-то приваренных деталей. Там наверху у него явно подача воды, что ли, там, или что-то такое, там пар идет, не знаю для чего это. Вот топит он сосновыми ветками, такой конкретный смолистый идет запах, потому что сосна всегда, как я уже тоже рассказывал, применялась для того, чтобы делать дровяной обжиг и давала именно нужный рисунок на чайнике и не только на другие изделия, потому что смола вступает в реакцию с глиной, и так как она когда сгорает, получается вот такое вот интересное, непредсказуемое изделие. Топится печь до глубокой ночи, то есть он растопил ее около 1,5 часов назад, будет продолжать обжигать изделия, пока они не будут готовы. Причем будет он это делать, сам не знаю сколько времени. Он говорит, что я иногда смотрю по температуре, по кондиционным показателям, в зависимости от того, какая глина, какие изделия, то время может немного тоже разниться. Потому что такой очень ювелирный ручной процесс. Только что уточнил у мастера все-таки сколько времени действительно нужно для полного цикла обжига. Окажется, первый раз я ослышался. Это не 8 часов, это 48 часов, то есть 2 суток. И так вот он 2 суток тут сидит. Я говорю, что там отойти даже ненадолго нельзя. Говорит, на 1 минуту отошел, и уже там процесс нарушился. То есть беспрерывно практически вот так вот ты сидишь и 2 дня. То есть он говорит, я говорю, а как же спать? Он говорит, вот меня иногда подменяет сын, помогает. А так, говорит, вот мы все затопили печь и без перерыва. То есть еду сюда заказываешь, тут все, вот в туалет буквально не дойти. Надо в туалет, звонишь сыну, сын подходит, сменяет, идешь. Вот такая вот кропотливая работа. И еще более того, он говорит, постоянно нужно смотреть, сколько огня и подбрасывать там не больше, не меньше, чем нужно. Потому что это не просто тебе там электропечку включил и все готово. Тут процесс важный. Я, кстати, сразу параллельно вспомнил, когда мы были в Диншуе, в Юнане, мне тоже ребята рассказывали, как они растапливают печь. Надеюсь, как-нибудь тоже получится об этом рассказать уже о самом процессе в процессе. Каждый раз, когда мы приезжали, там просто они в этот день не топили, не разжигали печь. Он говорит, тоже около 2-3 суток, то есть цайшао, дровяной обжиг, очень непростая затея. Тут видно подключены датчики к печи и показывают, сколько температуры. В главном отсеке внутри 1029 градусов. При такой температуре ведется обжиг. Только что еще тоже спросил, значит, у мастера. Он говорит, что благодаря тому, что он использует пылесос для поддува, да, то есть такой постоянной подачи воздуха, у него получается сделать гораздо быстрее этот процесс. То есть раньше в древности, когда растапливали гулуньяо, это могло занимать вплоть до 4 даже суток, настолько долго. А сейчас у него
обычно укладывается в двое суток, иногда даже бывает в одни сутки. Но никак, говорит, не меньше, чем 25-26 часов – это самый короткий срок. Еще, кстати, вот когда мы приходили утром, он еще не достал изделия, обожженные вчера. И вот что происходит с чайниками в процессе обжига. Причем это абсолютно непредсказуемая история. Бывает, что чайник, все, видите, отлично был сделан, все хорошо, не было нарушено, не было никаких пузырей, ничего. Но немного не рассчитал температуру, и у него довольно большое количество чайников так вот испортилось. Причем можно посмотреть даже на кромку, видно, что как прошла температура, то есть почернела аж глина до середины, а внутри она осталась цвета, как была от Джуни. Где-то до середины она пропеклась именно за счет дровяного обжига. Такой грустный момент. Это тоже, как я уже не раз рассказывал, во многом удорожает Цайшао, потому что такой эксперимент бывает, заложишь 20 чайников, из них выживет штук 5. Надо сказать, что у мастера есть очень особенное умение. Это, так как у него приделанная печь для обжига фарфора, он умеет носить глазури, фарфоровые глазури, вообще фарфор непосредственно на дыша. В принципе, подобное мастерство я встречал в Исине, но так как это делает он, я еще не видел. Делает действительно очень искусно. Видно, как здесь листья бамбука, как крышечку он тоже так красиво инкрустировал в синей глазури. Такая работа с глазурью достаточно непростая. Но здесь конкретно на этом чайнике была сделана сначала инкрустация, то есть просто выбит рисунок бамбука, потом залит синей глазурью. И смотрите, как идеально получилось, то есть ничто не вытекло за пределы. Действительно сделать очень непросто, потому что огромное количество брака при таких чайниках. Плюс к тому же еще и сам чайник тоже получился крайне необычным. И мне удалось все-таки уговорить мастера продать 3 чайника из его отложенных, скажем так, как называется, димпинг, если это золотой товар. То есть такое, что получилось, и то, что получается при таком обжиге достаточно мало. Потому что бывает 3, 4, 5 печей, и из них может один чайник получиться именно так, с таким рисунком. Но именно прям с таким же может вообще больше никогда не быть. И вот этот чайник, потом такой тоже получивший таким синим оттенком, очень интересно. И вот такой чайничек. Этот, при очень высокой температуре обжегся, он говорит, что еще чуть-чуть, и он бы вообще сгорел. Тут немножко даже припеклось. Чуть-чуть здесь такой не брачок, скажем так, особенность, но при этом полностью функциональный сиши. Мне тоже очень понравился. И еще один чайничек я взял просто как образец того, что бывает с чайниками, когда они пережигаются. И здесь видно, что аж начала пузыриться поверхность чайника. Это тоже накапала смола с сосны. И получилось, она запеклась таким не очень красивым образом. Получился такой шершавый, местами даже можно порезаться вот эти части чайника. То есть тоже один из вариантов при обжиге. В принципе, этим чайником можно пользоваться, но мне он понравился. Я, скорее всего, не буду пользоваться. Но вообще это считается таким своеобразным браком. Именно за таким браком я часто и езжу по печам, чтобы найти что-то такое. Потому что это можно найти только тут. В магазинах обычно такое не доезжает.